Всем здравствуйте! Меня зовут Юлия, вы на канале Вязаные истории. Это видео вторая часть по вязанию небольшого миленького олененочка. В первой части мы уже ознакомились с материалами, связали основу туловища. Сейчас продолжим вязать голову. Продолжаем вязать олененка. Мы связали полностью туловище. И теперь будем вязать голову. Мордочка вяжется цельно с головой. Отдельные детальки — это у нас носик, ушки и рожки. Давайте сначала свяжем все эти отдельные мелкие детальки, а после перейдем уже к вязанию головы. Начнем с носика. Пряжа у меня Ярнара Джинс, крючок 2 мм. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо мы провязываем первый ряд 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко затягиваем. Вяжем следующий ряд, второй. Провязываем 1 столбик без накида. В следующую петлю 3 столбика. Первый, второй, третий. Снова вяжем в следующую петлю 3 столбика. Далее провязываем 1 столбик без накида. И снова 2 раза по 3 столбика в одну петлю. Первый, второй, третий и еще 1 раз. Первый столбик, второй, третий. Следующий третий ряд мы провязываем 3 столбика в каждую петлю по одному. Первый, второй, третий. Дальше 2 раза по 3 столбика. Первый, второй, третий и еще 1 раз. Первый, второй, третий. Дальше вяжем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. 2 раза по 3 столбика. Первый, второй, третий и еще 1 раз. Первый, второй и третий. Дальше вяжем 2 столбика, оставшиеся до конца ряда. Первый и второй. Получилось у нас в этом третьем ряду 22 столбика. В следующем четвертом мы будем провязывать убавки. Провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий. Дальше подряд вяжем 3 убавки. За переднюю полупетельку я их провязываю. Первая, вторая и третья убавочка. Далее вяжем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Снова подряд 3 убавки. Первая, вторая и третья. И довязываем до конца ряда оставшиеся 2 столбика.
Первый и второй. Следующую петлю провязываем соединительный, воздушная петля и ниточку обрезаем. Я буду пришивать этой же нитью, поэтому хвостик делаю длинный. Оставляю. Вот что получилось. Следующая деталь, которую мы будем вязать, также из этой же пряжи Yarnard Jeans, это вот такие рожки. Первый я уже связала, сейчас второй мы свяжем вместе с вами. Начинаем мы вязать первую часть с кольца амигуруми. В это кольцо провязываем первый ряд 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко затягиваем, провязываем следующий второй ряд 6 прибавок. И в общем у нас получится в этом ряду 12 столбиков. Провязали. Следующий ряд третий. Провязываем 1 столбик, прибавка. Так повторяем 6 раз. 1 столбик, следующую петлю прибавка. Столбик, прибавка. В конце ряда у нас должно получиться 18 столбиков. Провязали. Дальше 4, 5, 6 и 7. Получается 4 ряда. Провяжите по 18 столбиков в каждом ряду. Провязали. Такая деталь получилась. Дальше мы вяжем следующий ряд, это 8. Провязываем 1 столбик, убавка. Один столбик. И чередуем так до конца ряда. Убавка. В конце ряда у нас получится 12 столбиков. Провязали первую деталь. В следующую петлю вяжем соединительный столбик, воздушная петля. И ниточку вытягиваем подлиннее. Она нам пригодится, чтобы потом сшить отверстие между двумя такими деталями. Оставили длинный хвостик. Вторую деталь вяжем точно так же, но ниточку не обрезаем, продолжим вязание. Связали вторую деталь, 8 рядов. Следующий 9 и 10 ряд провяжите по 12 столбиков без накида. Провязали. Теперь берем нашу отложенную детальку и по ней провязываем 8 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8. Здесь у нас остается еще 4 столбика, мы их пропускаем. Так же, как и на второй детальке. Отсчитываем первый столбик, второй, третий, четвертый и присоединяемся в 5. Вот эта часть, 4 столбика на этой стороне и 4 на этой, у нас остается не связанная между собой. Мы ее потом будем сшивать. Можно передвинуть начало ряда, маркер поставить. Теперь уже вяжем по двум деталям сразу. 4 ряда по 16 столбиков. Первый, второй,
Получается, это у нас 12, 13, 14 и 15 ряд по 16 столбиков. Провязали, делаем соединительный столбик, воздушную петлю и ниточку вытягиваем, оставляя длинный хвостик. Возвращаемся к оставленному хвостику от первой детальки. И теперь здесь мы все между собой сшиваем. Вот эти две части, которые были у нас не связаны между собой. Рожки готовы. Наполняем, чтобы они стали вот такой формы. И остается нам связать из дополнительных деталей еще ушки. Одно у меня уже связано, вот так оно выглядит. Ушко вяжем уже из основной пряжи, из которой мы вязали олененка. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Затягиваем колечко. Следующий вяжем второй ряд. Провязываем 1 столбик без накида. В следующую петлю провязываем прибавку. И второй раз точно так же. 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Теперь у нас получилось 6 столбиков. Дальше следующий третий ряд провязываем подряд 6 прибавок. Первая и шестая. Получилось 12 столбиков. Следующий четвертый и пятый ряд, получается всего 2. Провяжите по 12 столбиков в ряду. Провязали. Следующий ряд шестой. Провязываем 1 столбик, убавка. Второй раз 1 столбик, убавка. И третий раз вяжем 1 столбик, убавка. Получилось у нас 9 столбиков. Соединительный, воздушная петля и ниточку обрезаем подлиннее, чтобы ее хватило для пришивания. Вот такое у нас получилось ушко. Все дополнительные части готовы. Переходим к вязанию головы. Приступаем к вязанию головы олененочка. Начинаем с молочного цвета. Делаем кольцо амигуруми. И в кольцо провязываем первый ряд 6 столбиков без накида. Первый, второй,
третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко затягиваем. И вяжем дальше. Второй ряд, 6 прибавок. Следующий третий ряд вяжем 1 столбик без накида. Следующая прибавка. И повторяем так до конца ряда. 1 столбик, прибавка. И получается у нас 18 столбиков. Следующий ряд, четвертый. Провяжите 18 столбиков. Провязали. Следующий ряд, пятый. Мы провязываем первый столбик, второй и убавку. И так 4 раза. Первый столбик, второй, убавка. Первый, второй, убавка. И еще один раз. Первый, второй столбик и убавка. Довязываем до конца ряда оставшиеся 2 столбика. Второй не довязываем, а оставляем 2 петли на крючке. Ниточку молочного цвета можно обрезать и присоединяем нить основного бежевого цвета. Провязали. В итоге у нас получилось 14 столбиков. Следующий ряд провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий. Дальше вяжем подряд 8 прибавок. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. И провязываем до конца ряда оставшиеся 3 столбика. В этом ряду у нас получилось 22 столбика. Следующий ряд вяжем 3 столбика. Первый, второй, третий. Провязываем 1 столбик без накида, прибавка 8 раз. Провязали. Далее 3 столбика до конца ряда. В этом ряду у нас получилось 30 столбиков. Вяжем 8 ряд. Провязываем 6 столбиков. Далее провязываем 2 столбика, прибавка 6 раз. Вяжем столбик, первый,
второй и провязываем прибавку. Снова первый столбик, второй, прибавка. Провязали и дальше довязываем до конца ряда оставшиеся 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Следующие 4 ряда, 9, 10, 11 и 12, провяжите по 36 столбиков в каждом ряду. Провязали 4 ряда, и после этого можно установить безопасные глазки. Я их устанавливаю между первым и вторым рядом основного цвета бежевого. Между глазками у меня получается с этой стороны остается 2 прибавки, здесь у меня 4 прибавки и здесь 2 прибавки. Это я отсчитываю их вот в первом ряду. Вот 2 остались у меня, 4 между глазками и 2 остались с этой стороны. Глазки закрепляем и уже будем вязать ряды с убавлением. Продолжаем вязать 13 ряд. Мы провязываем 1 столбик, 2, 3, 4 и вяжем убавку. Повторяем так до конца ряда, и у нас должно получиться 30 столбиков. В 14 ряду провязываем 3 столбика, и убавку. В конце ряда получается 24 столбика. 15 ряд провязываем 2 столбика и убавка. Также чередуем до конца ряда, и у нас получается 18 столбиков в ряду. Добавляем наполнитель и провязываем 16 ряд, 1 столбик без накида и убавку. Чередуем так до конца ряда, остается 12 столбиков, и последний ряд провяжите 6 убавочек. Довязали 6 убавочек, сделали соединительный столбик, и теперь с помощью иголочки закрываем оставшееся отверстие. Вводим иголочку снаружи вовнутрь, захватывая переднюю полупетельку. У нас получилось 6 столбиков, и вот 6 этих полупетелек мы все время обхватываем ниточкой, и каждый раз ниточку подтягиваем. Далее вводим иголочку в самую серединку и выводим внизу в той области, где у нас будет шея. Здесь завязываем на узелочек. И проводим через голову, через наполнитель в другую сторону. Все, ниточку обрезаем. Голова готова, и нам с вами остается только оформить. Для начала давайте сделаем утяжечку. Я делаю ее белой нитью Yarn Argents. Вводим иголочку примерно между первым и вторым рядом основного цвета внизу. Я делаю эту утяжечку не посерединке, а чуть-чуть отступая в бок. Вывожу сбоку одного глаза. И ввожу с внутренней стороны этого же глаза, вывожу в первоначальную точку, там, где был хвостик. Теперь эти ниточки я хорошенько подтягиваю, хвостики эти, утягивая один глазик. Завязываем на узелочек хорошенько, крепко.
И отправляем хвостики в другую сторону головы. Через наполнитель проводим и можно обрезать. То же самое делаем со второй стороны. Теперь берем черную ниточку, это у меня тоже Yarnart Jeans, вводим внизу, там где шея, оставляем хвостик, выводим сбоку первого глаза и делаем ресничку. Сразу же переходим на второй. Поднимаемся вверх от глаз на 2 ряда. И прошиваем бровки. Примерно 3 столбика они у меня занимают. Бровки можно сделать в несколько сложений ниточку, чтобы их было более видно, потому что в одно сложение они незаметны. Все, возвращаемся сразу к оставленному хвостику, завязываем на узелочки и прячем. Пришиваем носик, примеряем примерно между, вот если считать сверху, между вторым и третьим рядом молочного цвета. Располагаю носик и теперь показываю, как я его пришиваю. Захватываем стежочек на мордочке, обхватываем столбик и теперь иглу вводим в следующий столбик на мордочке. Захватываем мордочку и возвращаемся в тот же столбик, откуда была выведена у нас сейчас нитка. Снова вводим иголочку в следующий столбик. Обхватываем мордочку, захватываем и возвращаем теперь иголочку в ту же петельку, откуда мы вывели иглу. Следующий столбик получается, вводим иголочку, и теперь захватываем часть мордочки, возвращаем иголочку в то же место и вводим в следующий столбик. Захватываем часть мордочки. После того, как пришили носик, осталось, например, у вас маленькое отверстие, добавьте немножечко наполнителя. Сильно много не надо, ну так, буквально чуть-чуть. Находим серединку и опускаемся вниз, проводя такую линию. Еще ниточку завязываем на узелочек и хвостик прячем в другой стороне. Вот такая уже получается мордашка. Теперь давайте пришьем рожки. Получается, часть, которая повыше, у меня располагается во внутреннюю часть, которая поменьше, она располагается в сторону ушек. От бровок отсчитываем 1 ряд вверх. И примерно вот так пришиваем. Сначала наметьте булавочками, где они будут располагаться. И пришиваю я их точно так же, как вот показывала вам только что
носик. Точь-в-точь захватываю петельку на голове и рожки. Голова, рожки поочередно. Так, рожки пришиваем также, а ушки уже пришьем вместе с вами. Рожки пришили. Я уже даже одно ушко пришила. Теперь давайте второе пришьем вместе. Ушко у нас вот так выглядит. Краешек, ниточка с этой стороны. И захватываем другую сторону, складывая таким образом ушко пополам. Теперь прикладываем его. Пришиваем на расстоянии 2 рядов, примерно отступив 1 столбик от ушка. Сначала пришиваем с одной стороны. Потом отступаем 1 столбик вниз и пришиваем с другой стороны. Все, ушки пришили. Мы уже все практически сделали, осталось только пришить голову к туловищу. Голову я прикрепляю при помощи 2 спиц, продеваю их наискось, отмечаем, как будет у нас располагаться голова, и чтобы хорошо ее пришить ровненько, чтобы она никуда не убежала, для этого я использую спицы. И сейчас покажу, как именно я пришиваю. Захватываю столбик на голове, и столбик обхватываю поперек вот так на шее. Все, я сейчас показывать не буду, потому что боюсь потом криво пришью на камеру. Я думаю, принцип вам понятен, как это пришить. Не забудьте потом еще добавить наполнителя в шейку, когда останется небольшое отверстие. Голову пришили, и на этом все. Я вас поздравляю, наш олененочек готов. Всем спасибо за совместно проведенное время, за то, что вязали вместе со мной. Надеюсь, мы с вами увидимся в следующих мастер-классах.